Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам коррекцию наращивания. Вот такие ноготочки ко мне пришли. Здесь было сделано наращивание, а указательный пальчик куда-то исчез. Ну, то есть клиентка часто грызет ногти, и поэтому такое возможно, что указательный пальчик пострадал. Что нам нужно сделать? Нам нужно снять верхнее покрытие, убрать толщину и немножко убрать длины. Для того, чтобы сделать все одинаково, я еще буду сверять пальчики по длине. Также я убираю с кончиков толщину и убираю верхнее покрытие. Там была база такого бежевого оттенка, она очень долго снимается. Это One Nail база. Они мне, кстати, не очень понравились, если честно, потому что они почему-то долго снимаются. Если у вас было такое же, напишите в комментарии. Также подпишитесь на мой инстаграм, там вы найдете для себя очень много полезных статей, а также идеи для дизайна ноготков. Подпишитесь, и я вас там буду ждать. Итак, мы сверяем ноготочки, чтобы у нас все было ровно, и мы долго потом не возились с длиной. Сразу же убираю фрезой. Фрезу я использую твердосплавную, зеленые насечки. Ей очень удобно из-за тоненького кончика подбираться ближе к кутикуле и убирать ступеньки под ноготочком. Нам нужно убрать лишнее, а также не забыть убрать, если есть какие-то отслойки, вот как я убираю в данный момент. Убираю их кончиком очень осторожно, отрезаю по контуру отслойки. Если там остается совсем маленькая полоска отслойки, я ее оставляю, потому что потом я уберу шариком. Так будет намного удобнее, и отслоечка не пойдет дальше. На одном месте мы долго не пилим, потому что клиенту может быть горячо. Поэтому я даю этому месту немножко остыть, убирая с других краев покрытие. После того, как мы сняли везде покрытие, не забывайте, кстати, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Далее мы просто поправляем форму. Я все сверяю, переворачиваю. Клиентка любит квадратные ногти, но немного зауженные. Я называю это балериной, но она говорит, что нет, не балерину, надо квадрат, который заужен. Ну ладно, делаем квадрат, который заужен. И я подпиливаю пилочки для того, чтобы было все ровно, и мне меньше нужно было делать выравнивание. Коррекцию мы будем делать гелем. Гель я использую от Runail. Этот гель я уже использую давно, и могу сказать, что гель очень хороший. Долго носится, и я его на себе очень часто тестирую, разные цвета, хорошо просыхает, и все отлично. У меня лампа Nail One, и в ней все очень хорошо сохнет. Некоторые жалуются, что этот гель не высыхает, но у меня таких проблем не было. Далее приступим к указательному пальчику, нам нужно его забафить. Бафлю я бафиком и заодно прохожусь по всем ноготкам. Во-первых, выравниваю поверхность, а во-вторых, зашлифовываю, то есть забафливаю поверхность, где у нас натуральный ноготочек. Если что-то еще осталось, не ленитесь взять фрезу и еще раз пройтись. Зато не будет никаких отслоек. Убираем всю пыль. Далее отодвигаю апельсиновой палочкой кутикулу. Делаю это очень тщательно, проверяю себя, чтобы не застревала палочка там, когда проводим под кутикулой. Далее я беру аппарат, фрезу пламя и прохожусь, убирая птеригий.
Сначала я прохожусь в одну сторону, потом меняю направление фрезы и прохожусь в другую сторону. Заодно стараюсь приподнять немного кутикулу. Кутикула здесь все время сухая и на больших пальчиках чаще сгрызанная. Я уже как-то показывала такие ногти. Бывают такие случаи, когда большие пальцы прям сильно сгрызаны, и что даже пилить очень тяжело. У меня есть такое видео тоже на канале. Могу вам оставить ссылочку. Чаще я выполняю только аппаратный маникюр, редко использую ножнички в работе, потому что я люблю делать именно аппаратку. Далее я беру микрофон, я его так называю, по крайней мере, микрофон, и прохожусь, срезая кутикулу. Также шлифую вот эти все огрубелости. Честно, я уже не помню, какая это абразивность, какая насечка. Обычно я беру синюю насечку, но, возможно, здесь красная. Это было уже очень давно, и я забыла. Вот эта бахрома, которая идет вверх по ноготочку, это все из-за того, что клиент грызет свою кожу. Поэтому, ребята и девчата, пожалуйста, не грызите свою кутикулу, потому что вот эти заусенки, они идут дальше, поднимаются выше, и хочется все сгрызать, для грызунчиков, и поэтому оно идет дальше и дальше, и уже в этих местах будет кожа грубая, неприятная. Далее я беру свой любимый шлифовщик зеленый и шлифую всю кожу для того, чтобы она была гладенькой и красивой. Протираем клинсером. Я наношу дегидратор и праймер. Наношу я на часть натурального ноготка. Далее я тонким слоем наношу базу. База у меня Uno. Втирающим слоем сушу. И давайте донарастим ноготочек. Смотрю примерно, какая длина у соседних ноготков. И делаю такую же длину. И стараюсь подобрать такую форму, которая будет ближе, похожа, так скажем, на соседние пальчики, чтобы все выглядело одинаково. Подпиливаем форму, видите, это было очень быстро и легко, и далее нам осталось только выравнивать поверхность. Наносим еще раз, не забываем поджимать ноготочек, а остальные ногти я просто, так скажем, корректирую, наношу гель на отросшую часть. Когда мы нанесли гель, я немного обновляю форму, потому что здесь нужно, чтобы ноготочек был более зауженный, и еще я решила добавить гель, потому что мне его не хватало. Иногда бывает такое, что клиенты сильно заваливают ручку. Это нужно предупреждать и, конечно же, корректировать, если это произошло. Поэтому часто беру пилочку и прохожусь. Но вообще лучше предупреждать клиента заранее. Но бывают такие моменты, когда я предупреждаю, но все равно люди заваливают свои ногти, и мне приходится делать двойную работу. Далее я беру базу от
One Nail, но клиентке просто очень понравился этот цвет, мне на самом деле он тоже очень нравится. Единственная проблема — это потом снимать эту базу. Так что не наносите толсто, наносите максимально тоненько. Я наносила максимально тоненько. Единственное преимущество этой базы, что даже в тонкий слой она хорошо перекрывает и не нужно наносить много слоев. И также перекроет неровности. Бывают такие базы, которые сильно полупрозрачные и нужно несколько слоев. А здесь она отлично перекроет и при этом как бы даст такую некую полупрозрачность. Если вы понимаете, о чем я. Ну и вот наши ноготки готовы. Вот такая красота у нас получилась. Клиентке нравится, мне тоже очень нравится. Напишите в комментариях, как вам. Также поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!